регланной линии здесь оставляем 2 петли. Провяжем 3 петли. 1, 2, 3. И здесь остается у нас 2 петли. Здесь мы ставим, перепоставим маркировку. А здесь мы так, как всегда, провяжем еще накиды подле регланной линии. Добавим накид. Теперь вот эта маркировка нам пока не нужна. 4 петли реглана. Для регланной петли берем накид. Следующий накид провяжем, скрещивая. Мы добавили 2 петли. И третью петлю добавили. И таким образом мы отделили петли для оформления рукава. Поставим маркировку. Теперь у нас для рукава здесь имеется 10 петель. Со следующей, когда мы с лицевой стороны начинаем вязать, мы начинаем оформлять наши рукава. Здесь добавляя петли после маркировки, а здесь до маркировки через ряд. Теперь идут наши петли спинки. И мы с вами увидимся на правой стороне регланной линии погончики, которые здесь тоже отделяем петли для начала рукава. Здесь тоже отделяем петли для начала рукава. Здесь мы не будем брать накиды, а просто отделяем 3 петли до регланной петли. И после регланной петли опять добавим сюда 3 петли. Вот остались 3 петли. Здесь ставим маркировку голубую. Это у нас означает начало нового ряда. И вяжем скрещивая. Убираем вот эту маркировку. 4 петли реглана. Убираем пока вот эту маркировку. Добавляем 3 петли здесь. 1, 2, 3. Ставим маркировку. Вот здесь тоже 10 петель для начала рукава мы отделили. Теперь мы продолжим наше вязание по переду. Здесь оформляем росток. В моем случае я сейчас уже с обеих сторон закончила вторую партию, четверку, которую я сокращала петли. По одной петле сокращала, одну петлю следующую провязывала. Теперь начинается у нас следующая, третья партия сокращения петель, которую мы должны сокращать 5 петель по очередности, провязывая по 2 петли. Это я вам сейчас на практике покажу. Вот мы дошли до этой петли, которую мы должны здесь сокращать одну петлю, провязывая 2 петли вместе. Для этого мы провяжем 2 петли вместе с наклоном вправо, в сторону правой руки. И здесь мы теперь провяжем 2 петли, 2 лицевые петли. 1, 2. Вот и на бумажке мы отмечаем. С правой стороны мы сократили одну петлю, провязывали 2 петли. Поворачиваем нашу работу. Как всегда, мы первую петлю возьмем на спицу, не провязывая, и продолжим наше вязание на изнаночной стороне. Все петли провяжем изнаночными петлями. И вот таким образом мы все петли провяжем изнаночными петлями. Здесь, которые отделили для рукава, мы никакие манипуляции не будем делать, не добавлять, не убавки. Мы просто все петли провяжем изнаночными петлями. Когда дойдем до левой стороны переда на изнаночной стороне, здесь тоже
как всегда, сократим одну петлю, провязывая 2 петли вместе. И после него провяжем 2 изнаночные петли и поворачиваем нашу работу. Отмечаем на бумажке. И мы с вами увидимся, когда мы опять находимся на лицевой стороне. Вот, друзья, мы опять на лицевой стороне. Это у нас левая половина переда. Вот и приобретает у нас вязание в такой вид. Вот это у нас перед. И теперь мы начинаем оформлять наши рукава. Это как я вам сейчас покажу. Первую петлю возьмем на спицу, не провязывая. Вот, друзья, мы дошли до маркировки. Теперь мы будем брать накиды начала рукава после маркировки. Таким образом. А после петли рукава мы возьмем накиды до маркировки. Накиды мы будем брать через ряд. Когда мы вяжем на лицевой стороне, мы берем накиды. А когда на обратной стороне, на изнаночной стороне мы вяжем, провяжем эти накиды со скрещиванием. Вот таким образом на рукава добавляются петли через ряд. После маркировки брали накид, петли рукава и берем накид до маркировки. Продолжим вязание петли спинки. И вот таким образом мы провяжем все петли спинки. Здесь тоже, как я здесь показала, после маркировки берем накид, потом петли рукава, потом до маркировки берем накид. Потом пойдут петли переда. И здесь мы обязательно сокращаем одну петлю, провязываем 2 петли, поворачиваем нашу работу. Вот таким образом здесь мы продолжим образование ростка по переду. И отмечаем обязательно на бумажке, которую петлю мы сокращаем для ростка. Значит, у нас остается еще 4 петли сокращать с обеих сторон. Одну петлю сокращаем, 2 петли провязываем. И вот таким образом, друзья, вы продолжите вязание самостоятельно. И здесь обязательно аккуратно будете брать накиды для петли рукава. И мы с вами увидимся, когда мы будем сокращать последнюю 5-ю петлю. Это по расчету у нас будет последняя 13-ю петлю справа. И я вам покажу, как мы будем сокращать последнюю петлю по переду и какие манипуляции будем иметь в этом случае. Друзья, мы с правой стороны по переду для образования ростка сокращаем последнюю 13-ю петлю. Как всегда, мы 2 петли вяжем вместе с наклоном вправо и следующие 2 лицевые петли провяжем после сокращения и поворачиваем нашу работу. Мы с правой стороны закончили сокращение петель для образования ростка. И на изнаночной стороне мы вот эту первую петлю возьмем на спицу и протянем нить, образуем 2 ножки. Таким образом. И продолжим наше вязание на изнаночной стороне. Это нам даст, чтобы на следующем ряду, когда мы смыкаем круг по переду, и у нас здесь не образовалась между петлями дырочка. И то же самое, такую петлю 2 ножки образуем, когда с изнаночной стороны приходим до левой половины переда. Вот здесь тоже сокращаем одну петлю, провязывая вместе 2 петли. После этого 2 изнаночные петли провяжем и поворачиваем нашу работу. Здесь тоже вот эту первую петлю мы образуем 2 ножки. И таким образом мы опять
начинаем провязать на лицевой стороне. И мы здесь на лицевой стороне смыкаем круг. Когда смыкаем круг, как мы будем провязывать эти петли 2 ножки, я вам покажу. Вот, друзья, пришло время смыкать круг по переду. И вот мы дошли до петли, которые на 2 ножки, которые мы в прошлый раз образовали. И с левой стороны тоже имеются петли 2 ножки, тоже здесь, которые образовали вот здесь. Наши в середине остаются 23 петли, это которые считаются петли, не участвующие в образовании ростка. И мы будем теперь вязать по кругу. А наши петельки 2 ножки провяжем таким образом. Я вам сейчас на практике покажу. Это которые у нас справа вяжем, заходим с левой стороны, охватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей. И продолжим наше вязание по переду. И вот видите, даже здесь незаметно будет, какая петля у нас была, петля в 2 ножки. Вот опять дошли до петли 2 ножки с левой стороны. Вот это мы вяжем, заходим со спицы справа, захватываем обе ножки петли и провяжем лицевой петлей. И продолжим наше вязание. Вот видите, здесь тоже даже незаметно, какая петля была 2 ножки. Теперь мы вяжем по кругу. Начало вязания, друзья, становится теперь вот на левой стороне, когда начинаются петли рукава. Вот здесь. Когда вы сюда дойдете, здесь вот видите накид, который мы должны провязать этот накид лицевой петлей. Поэтому для этого мы вот эту красную маркировку сменим на голубую, чтобы мы точно здесь смогли узнать наше начало вязания. А здесь, в той стороне, которую голубую маркировку, мы поменяем на красную. Это чтобы не забудьте. И здесь мы, значит, начинаем этому ряду провязывать наши накиды при образовании рукава. Таким образом, скрещивая, мы провяжем лицевыми петлями и продолжим вязать наши петли рукава. Вот опять дошли до накида. Накид перепоставим. И мы вяжем, скрещивая лицевыми петлями. Вот таким образом мы вяжем этот ряд. А в следующем ряду, когда мы доходим до голубой маркировки, мы здесь начинаем опять брать накиды для расширения рукава с обеих сторон. Вот, друзья, мы закончили образование ростка и уже смыкали круг по переду. И мы уже начали вязать теперь по кругу. И вот у нас реглан погоны. И здесь мы уже начали рукава и расширяем потихонечку рукава. И у нас вяжется теперь и тело нашей кофточки, спинка и перед. И вот так с обеих сторон у нас здесь начинается образовать наши рукава. Вот справа и вот слева. И теперь, друзья, мы должны определить размеры по ходу вязания. Вот мы для плечики сделали уже свой размер, удлинили до 9 сантиметров с обеих сторон. При этом у нас добавилось по реглан погона по 16 петель с обеих сторон и по переду, и на спинке. А здесь по ходу образования горловины у нас после образования ростка по переду остается 53 петли. Это равняется петли на спинке. Теперь мы должны определить, сколько петель
нужен для тела кофточки. Чтобы для 48 размера для тела кофточки нужен нам 96 петель для переда, 96 петель для спинки. Для этого здесь у нас уже имеется 53, добавляем, которые добавлены петли по ходу реглана, 16 петель. Из них 3 петель мы отделили для рукава, и здесь осталось 13 петель. И с этой стороны то же самое. И у нас здесь всего получается 79 петель. Чтобы иметь 96 петель, нам не хватает здесь 17 петель. Мы закругленно берем 18 петель. И у нас будет здесь соответствующее количество петель для 48 размера. А вот 18 петель мы здесь разделяем на правую и левую сторону кофточки. Значит, здесь мы должны добавить 9 петель. И с левой стороны тоже должны добавить 9 петель. А это 9 петель мы добавим вот здесь по ходу проймы нашей кофточки. Пройма идет пока прямой линии вертикально. И мы когда вот эту длину имеем 17 сантиметров, мы потом начинаем закруглить нашу пройму вот здесь, чтобы пройма пошла с наклоном, закруглением со всех сторон. И для этого мы здесь добавим петли, чтобы закруглить нашу пройму. И от 9 мы здесь добавляем 5 петель. И здесь мы со стороны тела кофточки начинаем добавлять петли через ряд. А со стороны рукава, как у нас шли добавление петель через раз, это продолжается тоже через ряд. После этого для подреза мы добавим от 9 остальное 4 петли с обеих сторон и по переду, и на спинке. Еще, друзья, насчет увеличения размера или уменьшения размера хочу объяснить вам. Здесь тоже осуществляется насчет расширения проймы или уменьшения размера проймы кофточки таким путем. Если вы хотите расширить размер кофточки, тогда вы здесь вяжете вот эту вертикальную линию проймы побольше, закругленность проймы, добавите побольше петли, и для подреза тоже вы добавите больше петель, которые соответственно на ваш размер. Или наоборот, можно уменьшить размер кофточки, который уменьшая здесь добавление петель. Вот по пройме, как мы измеряем 17 сантиметров длины, как мы здесь добавляем петли и здесь образуем вот такую закругленность проймы, как мы добавляем петли для подреза, я вам на практике покажу.